Друзья, всем привет! С вами Айман Ескараева, я юрист в Дубае, и в данном видео я сегодня освещу очень важную тему, но о которой многие забывают. Это когда вы инвестируете, приезжаете в Эмираты. К сожалению, не исключено, что это жизнь, люди умирают, и при факте наследования, каким образом наследуется, здесь необходимо в обязательном порядке обратить внимание на законодательство Объединенных Арабских Эмиратов. Друзья, подписывайтесь на меня на YouTube канале, в Instagram канале, пишите свои комментарии, ставьте лайк этому видео. Итак, вопросы наследования. Почему это важно, почему вам необходимо понимать для себя, если вы имеете активы на территории Эмиратов, либо ваши родные, близкие. Бывает очень часто, что те, кто вкладывается в недвижимость, те, кто имеет банковские счета, транспортные средства на свое имя, зарегистрированные на территории Объединенных Арабских Эмиратов, после смерти таких экспатов их имущество наследуется по законам шариат, то есть это исламское религиозное право. Именно вопросы брачно-семейного законодательства, а также наследования регламентируются нормами шариат. Если экспат не оставил завещание на территории Объединенных Арабских Эмиратов, то однозначно его имущество будет наследоваться в порядке, предусмотренными нормами исламского права. Это самый основной момент, то есть если вы не написали завещание, то, соответственно, будьте готовы к тому, что имущество будет наследоваться в порядке, на который вы не ожидали, потому что это имеет свои особенности и отличия. Завещание могут составить только не мусульмане. Это очень важный момент, друзья, потому что мусульмане не могут оставлять завещание, только там очень маленький процент, но это не является нормой, поэтому завещание необходимо оставлять в обязательном порядке для тех, у кого имеются крупные вложения, крупные активы на территории ОАЭ. Завещание можно написать в DIFC, либо это Дубайский суд. У меня другое видео по завещанию более подробно. Если вам интересно, вы можете на частной консультации у меня узнать, как это делается, кем это пишется и как предусматривается, сколько это по ценам и как вам лучше его оформить. А в данном видео я подробнее остановлюсь на законодательстве в сфере наследования. Итак, в сфере наследования законодательные акты в Эмиратах предусматривают соблюдение норм исламского права шариат. Что это означает? На практике, особенно для наших граждан, которые не привыкли к такому порядку, поскольку в первоочередном порядке при смерти гражданина его имущество наследуется детьми, а также супругом и супругой. Да? Это первоочередные наследники, вторая очередь это братья и сестры, это родители. Тогда как в Объединенных Арабских Эмиратах, не в зависимости гражданин какой страны имеет недвижимость, его имущество будет наследоваться именно теми наследниками, которые по нормам исламского права подлежат получению наследства в первоочередном порядке. То есть суд определяет, и это будет несколько инстанций. В первой инстанции суд определяет, причем обязательно необходимо инициировать суд, определяет очередность наследников, то есть в первоочередной степени наследниками являются, как правило, родственники по мужскому роду, это братья, отец, и суд исследует все доказательства на момент смерти гражданина, в каких он родственных связях, с кем состоял, и это первый этап рассмотрения, когда определяется круг наследников. То есть это двухступенчатая процедура, друзья, потому что на втором этапе суд определяет именно, опять же, отдельно нужно инициировать этот документ отдельно для того, чтобы было определено доли наследования. Опять же, суд определяет по нормам шариат, сколько доли наследования будет получать брат, это может быть сын, либо дочь. То есть там есть определенные пропорции, процентаж, и это все будет рассматриваться судом в обязательном порядке. Друзья, как вы видите, процедура многоступенчатая и сложная, и совершенно не отражает, возможно, пожелания лица, которые он думает, при смерти он хотел бы оставить имущество, поэтому очень важно оформить завещание. Друзья, если вам интересно подробнее узнать про порядок наследования, то можете обратиться ко мне в частном порядке на консультации, я вам расскажу, каким образом это оформляется, сколько это будет стоить, сколько это по времени займет, какой процедурный момент нужно соблюсти, и все эти нюансы, включая по оформлению завещания, я могу вам в отдельном по вашей персональной ситуации проконсультировать.
С вами была Айман Яскараева, юрист в Дубае. Спасибо большое за внимание. Всем пока.